Мужчина увидел на дороге потерявшегося ягненка, мамы которого нигде не было видно. Человек понял, что он должен помочь несчастному малышу. А дальше произошло что-то невероятное. Эта история началась на бескрайних лугах, где паслось небольшое стадо баранов. Среди животных выделялась красивая овечка Алиса, которая недавно родила своего первого ягненка, мирно щипавшего травку рядом с мамой. Дело было после обеда, когда стадо решило переместиться на некоторое расстояние, где было больше свежей травы. Вот только животные не знали, что из ближайшего леса за ними наблюдают несколько голодных койотов. Обычно койоты не нападают на целое стадо баранов, боясь получить от взрослых особей серьезный отпор. Хищники дожидаются, когда молодая или слабая особь отобьется от стада, чтобы полакомиться легкой аппетитной добычей. Так случилось и в этот раз. Детеныш Алисы немного отстал от стада, а койоты тут же ринулись в атаку. Испуганный ягненок помчался, куда глаза глядят. А Алиса заметила опасных хищников и вместе с еще несколькими овцами дала серьезный отпор койотам, заставив их отказаться от своей затеи и скрыться в лесу. Вот только маленький испуганный ягненок ускакал слишком далеко и где-то спрятался, а испуганная мама никак не могла найти своего детеныша. Отчаявшаяся Алиса безуспешно пыталась разыскать малыша весь вечер, а затем это следующее утро. Но маленький ягненок словно сквозь землю провалился. Оставалось лишь надеяться на то, что детеныш не стал добычей хищников и сможет сам найти дорогу к стаду. В то же время ягненок ускакал слишком далеко, спасаясь от голодных хищников, и не знал, как ему теперь разыскать свою маму. Сообразительный малыш на ночь спрятался в кустах, чтобы случайно не стать чьей-нибудь добычей, а утром он продолжил поиски стада, пока в конце концов не оказался на трассе, которая пересекала целиком все поле и бесконечно тянулась в обе стороны. На счастье растерянного ягненка по дороге передвигалось очень мало машин, иначе он рисковал бы погибнуть под колесами мчащегося транспортного средства. Детеныш выбрал направление, которое, по его мнению, должно было привести к маме, и поскакал по трассе вдоль металлического ограждения, которое тянулось на всем протяжении дороги. Так прошло несколько часов. Большинство водителей проезжали мимо ягненка, стараясь при этом не зацепить хаотично двигающееся по дороге животное. К счастью для детеныша, он не стал жертвой лихачей, а один водитель все-таки обратил внимание на одинокого ягненка и почувствовал, что ему требуется помощь. Водитель вышел из машины, думая, что делать с ягненком, но детеныш испугался и вновь поскакал вдоль металлического ограждения. Тогда мужчина, не желая сдаваться, сел в машину и стал потихоньку двигаться следом за ягненком, чтобы не напугать его еще больше. Примерно через час водитель заметил в поле поблизости стадо пасущихся баранов и подумал, что среди них, возможно, есть мама потерявшегося ягненка. Мужчина остановился, чтобы посмотреть, что будет дальше. Как он и предполагал, от стада отделилась одна из овечек и направилась к дороге, как только увидела на ней испуганного ягненка. Конечно, это была та самая Алиса. А детеныш, который сразу же узнал свою маму, ринулся к ней навстречу. Вот только воссоединившуюся пару разделяло металлическое ограждение, которое было не так-то просто преодолеть. Ягненок попытался перепрыгнуть через последнюю преграду, но малыш был еще слишком мал и слаб, и у него ничего не вышло. Видя эту непростую ситуацию, водитель понял, что теперь только он может помочь воссоединиться маме овечки и ее любимому малышу. Вот только была одна большая проблема. К ягненку было опасно приближаться, так как Алиса могла воспринять это как угрозу и атаковать мужчину. Ведь несмотря на то, что ягненок не мог перемахнуть через ограждение, разъяренная взрослая овца, скорее всего, сделала бы это без особого труда и просто-напросто затоптала бы мужчину. Поэтому приближаться к детенышу, несмотря на огромное желание помочь, было довольно рискованной затеей. Водитель какое-то время смотрел на растерянную пару, после чего, наконец, решился на огромный риск и направился прямо к ягненку. Испуганный малыш сначала бросился бежать, но настойчивый мужчина был полон решимости довести начатое до конца. А его приятель так и не решился выйти из машины, сказав, что он будет снимать все происходящее на камеру телефона. Боязливому другу удалось заснять момент, когда смелый водитель наконец догнал ягненка и поднял его высоко над землей, чтобы вернуть страдающей овечке. К счастью, Алиса правильно поняла намерение доброго человека и терпеливо ждала по ту сторону ограждения. В первой попытке копыта ягненка зацепились за забор.
Тогда водитель сделал еще одно решающее усилие и перенес малыша в поле через ограждение. Счастливая Алиса и ее детеныш наконец воссоединились, а водитель не мог сдержать слез, когда пара овец вернулась к своим сородичам с нетерпением ждавших их поблизости. Когда мужчина собрался уезжать, та самая овечка подняла голову и издала тихое пронзительное блеяние. Это могло быть совпадение, но казалось, будто она прощается с ним и благодарит за все. На глаза водителя снова навернулись слезы. Эти дикие овцы стали его отдушиной, но он и не думал, что овечка все поймет и поблагодарит его. Когда мужчины вернулись домой, приятель сразу же загрузил ролик со спасением ягненка в интернет, и тот быстро стал вирусным. А сам водитель никак не мог забыть благодарные глаза Алисы. И каждый раз, проезжая по той же трассе, он прихватывал с собой несколько свежих яблок, чтобы угостить счастливую маму-овцу и ее сообразительного ягненка. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.